Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. Конца не видно. Ага. Закрывалась сверху, блядь. Рычаг был. Заблудиться можно в легкую. Ёшкин кот. Там есть куда идти дальше? Форт номер 3. Король Фридрих III. Фортификационное сооружение города-крепости Кёнигсберг. Один из 12 основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кёнигсберга». Был построен в 1879 году. Крупнейший форт Кёнигсберга. Его площадь 350 на 180 метров. Глубина 3-5 метров. Форт номер 3 изначально назывался Квиднау, по названию возвышенности, на которой был возведен. Позже получил название король Фридрих Вильгельм I. С 1894 года король Фридрих III. Форт прикрывал железнодорожные линии на Раушен, ныне Светлогорск, и Кранц, ныне Зеленоградск, а также шоссейную дорогу на Кранц. Форт имеет сухой ров шириной 10-11 метров и глубиной 6 метров, что позволило казармы для солдат и офицеров разместить в 2 этажа. Центральная патерна, закрытый проход сообщения в виде галереи, заканчивается объемным кофром, закрытый каменный ход в крепостном рву, за внешней стеной рва. Вход в кофр осуществляется из рва и из центральной патерны по подземному ходу, который идет под рвом. Ребята, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Ну что, у нас сегодня очередная экскурсия. Ну нифига тут акустика какая. О! Ну что, погнали. Толщина оконного проема. И вид на центральные ворота. Впереди, где сейчас располагается бытовка, это что-то типа дота, но он построен уже ближе к началу Второй мировой войны. Здесь бойницы. Ров хорошо простреливается отсюда. И освещение было. А это похоже на световую шахту, которую мы видели на 11-м форту. Там располагалась линза, и солнечный свет рассеивался по всему этому помещению. В двухэтажном центральном сооружении расположены казармы, лазарет, кухня, столовая, склады боеприпасов, продовольствия, снаряжения и топлива, а также караульное помещение, котельная, мастерские и вспомогательные помещения. Для жизнеобеспечения гарнизона форта предусмотрены системы отопления с дымовыми обогревательными каналами внутри стен, водоснабжение из колодца, естественная вентиляция,
а также выгребная канализация и энергообеспечение. Все подземные казематы имеют сводчатые перекрытия, выполненные из многократно обожженного керамического кирпича. Помещения соединяются центральной и боковыми паттернами, этажи – наружными и внутренними маршевыми и винтовыми лестницами. По обе стороны от центральной паттерны расположены внутренние дворики, которые служили транспортными развязками и укрытиями для орудий. О, тут лестница прикольная. На боевом вале толщиной 3-4 метра располагались прикрытые брустверами артиллерийские позиции с казематированными траверсами для укрытия расчетов, оборудованные талевыми подъемниками и лифтами для подъема боеприпасов, а также наблюдательными сооружениями с неподвижными амбразурами и вращающимися башнями. Когда мало закрывалось, сверху, блядь, рычаг вот здесь. Вот она шла, видишь, через эту цепочку. Колесик там стоит. Открывалась, закрывалась больница. Вон еще и здесь сверху. Амбразуры кофра позволяли обстреливать передние фасы сухого рва. Над ними свисали металлические сетки, не позволявшие противнику спускать к амбразурам взрывные заряды и бросать отвесно гранаты. Да, им тут еще работа столько песка выносить для слизь сверху.
Там тупик. О. Офигеть, глазок, да? Ого. Интересно, вот бутылка лежит. Пшеничная. Вот у нас там конца не видно. Ага, офигеть. Шахта, да? Сейчас сфоткаю. Ёшкин кот. Там есть куда идти дальше? А, ну это пороховой склад, да? Там светильники ставят. Здесь лампы световые были. Помещение 1 в 1, как на 11-м. Здесь лифт для боеприпасов. Там бездна. Ага. Ну почему деревянные? Здесь схема расположения очень похожа, как на 11-м форте Дёнхов. Также вот наблюдательный этот бронекупол. А вот здесь, по идее, стояли крупнокалиберные орудия. Сейчас здесь запас дров. А. Это помещение, где амбразура, где наблюдательный пункт. Ага. А тогда это ж, на 11-м расплавился кирпич. Так, а здесь мы двигаемся к наблюдательному пункту.
же систему лифта прародителя мы видели на 11-м форту. Где боеприпасы для крупнокалиберных орудий поднимались снизу вверх. Здесь все очень похоже. Ну и также там расположен вот этот дозорный пункт. Что, друзья, я вам скажу, этот форт очень большой. Очень большой. Заблудиться можно в легкую, если бы света не было. Мы еще и третий не обошли. Похоже на попадание боеприпасов. После появления фугасных снарядов в 1887-1891 годах было произведено бетонирование по слою песка пороховых погребов, казарм и центральной патерны. К 9 часам 9 апреля 1945 года форт номер 3 «Король Фридрих III» был взят воинами 557-го стрелкового Мазурского полка, 153-й стрелковой Смоленской краснознаменной ордена Кутузова дивизии 50-й армии. В результате штурма форт получил незначительные повреждения. В послевоенные годы форт номер 3 использовался в качестве склада боеприпасов, а также военного имущества. А с середины 1990-х годов форт не используется. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года номер 132 форт номер 3 «Король Фридрих III» получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Это внешняя стена получается. Вот такая экскурсия получилась, ребят, сегодня. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Все, до новых встреч.